Игорь служил в армии в Средней Азии. Оттуда он вернулся с огромным темно-коричневым псом, породы алабай. Морда и лапы у собаки были белые. Пес слушался Игоря беспрекословно. Казалось, ему вообще ничего не надо говорить, достаточно просто посмотреть в его умные карие глаза и слегка кивнуть головой, как пес уже знал, что нужно делать. Друзья спрашивали Игоря: «Откуда ты взял этого монстра?» «Он мне жизнь спас», — отвечал неохотно Игорь, — «и он не монстр». Услышав тон Игоря, друзья больше не расспрашивали про это. Ходили слухи, что пес нашел раненого Игоря в горах или степи, никто точно не знал, и притащил его в санчасть, и так и остался при парне. Гуляли они по вечерам довольно долго, по 2 часа, а то и больше. Алабай хоть и огромный, а ходит тихо, что по траве, что по асфальту. Бывало, выглянет из кустов, посмотрит направо, налево, увидит силуэт Игоря и опять в кусты. Если девушка мимо шла, взвизгивала от неожиданности, а мужики крепко матерились. Игорь знал, что пес не сделает ничего плохого человеку, поэтому посмеивался только. С кличкой «Только» у собаки была небольшая проблема. Когда он появился, никто не знал, как его зовут, но за умный взгляд и обдуманные поступки Игорь называл пса «мудрый». Тот никак не реагировал, только ухо поворачивал в сторону, на голос, подходил к Игорю на свист или похлапывание по ноге. Игорь думал, что привыкнет потом, а кто-то из местных подсказал, что на одном из восточных наречий «мудрый» звучит как «Мурза». Игорь попробовал крикнуть «Мурза», пес сорвался с места, будто ждал. «Ну, Мурза, так Мурза. Значит, по-домашнему, Мурзик». Бывало, пора уже домой, Игорь кричит на всю улицу: «Мурзик, Мурзик!» и бежит, ломая кусты и маленькие деревья на пути, этакая лошадь, под 80 килограмм. Бабульки во дворе плевались. Сначала думали, парень кота ищет, пока к нему этот теленок не подбегал. Поводок Игорь не признавал принципиально. Считал, что это унижает собаку. Благодаря Мурзику он и познакомился с Людой. Собака, по обыкновению, выглянула. Девушка вздрогнула, но не завизжала. Игорь извинился, а девушка сказала: «У меня тоже собачка есть», и достала из сумки чихуахуа. Игорь смеялся, как конь, на всю улицу. «Это разве собака?» — говорил он. «Мурзик, проводим девушку домой, чтоб ее такой страшный зверь не загрыз». Вскоре Люда переехала к Игорю. Девушка показала себя совсем не с лучшей стороны. Все время пилила Игоря насчет работы, да насчет денег. Ругались они часто. Все чаще Игорь гулял с Мурзой совсем подолгу, только бы домой не приходить. А выгнать Люду почему-то не мог. Жалел, может, а может и одиночество боялся. Собачка ее оказалась под стать своей хозяйке. Мурза и трогать ее не собирался. Он вообще ее не замечал, а она, проходя мимо, начинала визжать, как поросенок, и трястись, как осиновый лист. Игорь сам видел, Мурзик спал, а собачонка, проходя мимо по коридору, такой визг поднимает. Люда бежит из кухни или комнаты, хватает свою питомицу на руки, и начинается скандал. «Да твоя псина покалечит мою деточку когда-нибудь. Боня моя не может жить в таком стрессе». Заканчивалось все словами, что когда-нибудь этот монстр всех здесь сожрет. Почему-то Людмиле Игорь не говорил, что Мурзик не монстр, молчал просто и уходил гулять. Вскоре Люда забеременела. Игорь радовался, как ребенок. У него сын будет, а может дочка. Люду на руках он носил, все прихоти исполнял. Боню эту гулять даже водил. Игорь хотел жениться, а Люда не согласилась. Как матери-одиночки ей положено пособие большое, да и фамилия Игоря ей не нравилась. В общем, закрыли они эту тему раз и навсегда. Родился Вася, и начался самый ад. Коляску не поставить, собака мешает. С ребенком не пройти по коридору, через собаку не перешагнуть. Закончилось все ультиматумом: или собака, или они с Васей. Вася скоро ползать начнет. «Ты хочешь, чтоб собака его за лицо цапнула?» — аргументировала Люда. Игорь вышел с Мурзой из дома. Сердце кровью обливалось. Вот что ему делать? Куда он пса денет?
Тот жизнь ему спас. Уйти, что ли? Совсем уйти? К друзьям податься? Может быть, обратно, в Азию? А ведь дома Васька. Как будет сын без отца? Игорь Ваську любил, да и к Людмиле привязался как-то. Игорь привязал к собаке поводок. Мурзик обалдел, прямо по морде было видно. Если бы мог говорить, произнес бы: «Хозяин, ты чего удумал?» Дойдя до вокзала, Игорь сел на ближайший пригородный автобус, взял билет до конечной станции, даже не представляя, сколько ехать, лишь бы как можно дольше. На конечной остановке вышел и пошел с собакой в лес, минуя какую-то деревушку. В голове туман. Зашел подальше, сел на кочку и разрыдался, как младенец, просто, в голос. Мурзик не понимал, что вообще тут происходит, в чем он провинился и почему хозяин плачет. Он сидел просто рядом и смотрел. Игорь просидел так всю ночь. Потом услышал, как по дороге первый утренний автобус приближается. Встал, не глядя на собаку, привязал поводок к сосне, под которой сидел, сказал только: «Прости, друг, так надо, ты мудрый». И побежал, не оглядываясь, к остановке. Запрыгнул в автобус и уехал. Мурзик ничего не понял. Ну, если хозяин так сказал, значит, так надо. Он ждал весь день. Ему хотелось есть и пить, но он не мог ослушаться хозяина. Настал вечер. Мурзик стал понимать, что что-то тут не так. Он начал дергаться. Поводок стал его душить. Мурзик начал выть глухо, тяжело, с придыханием и протяжно, вкладывая всю боль в этот вой. В этой маленькой деревеньке бабки крестились, что это за чудовище в лесу. Мурзик выл 3 ночи. 3 ночи Игорь не приходил домой, ходил вокруг дома, бродил по улицам и ненавидел самого себя за все это. А в деревне, в крайнем доме, жила Надежда, обычная девушка-сирота. На 3-ю ночь она пошла на вой. Невозможно было это слушать. Она нашла Мурзика, отвязала и увела к себе домой. Собака пила, не переставая, минут 10. Потом окинула взглядом комнату, легла и уснула. Рано утром Игорь решился зайти домой. Вася спал в кроватке, Людмила в кровати с мужиком каким-то. Игорь подумал, что дверью ошибся. В глазах туман. Стащил с любовников одеяло. Людка вскочила, завизжала. Мужик стал спешно одеваться. Людмила причитала что-то. Игорь тихо сказал: «Пошла вон». Уговаривать ее не надо было. Она уже бросала свои вещи в сумку, стала собирать и вещи ребенка. «А сына не трожь», — почти прорычал Игорь. «Да сейчас», — язвительно крикнула Людмила. Как только Игорь заметил, что мужик тот не ушел вовсе, а в коридоре стоит и смотрит на него так пристально. «Ты это не бушуй, хозяин. Васек, вообще-то, мой сын. У нас и документик имеется». Он полез в карман. Игорь схватил куртку и выскочил из квартиры. Он бежал на вокзал, не останавливаясь, не переводя дыхание. Он забыл, куда ездил тогда с Мурзой. На стоянке были автобусы. Игорь начал бегать от автобуса к автобусу и спрашивать у водителей: «Мужики, кто меня с собакой, с алабаем, возил?» Игорь с надеждой вглядывался водителям в лица. Наконец, один вспомнил его и подсказал, куда ехать. Игорь приехал к тому месту, где предал друга. Он, как шальной, носился по лесу и орал: «Мурзик, Мурзик, Мурза!» Он представления не имел, где оставил свою собаку, своего спасителя, друга. Выбившись из сил, Игорь упал лицом в кочку и снова зарыдал, как в ту ночь. У Игоря сдали нервы. Он лишился чувств. Надежда гладила по голове спящего пса. Вроде ухоженный, не тощий. Потерялся, может. Пыталась найти ответы девушка, ага, и сам себя к дереву привязал. Вдруг пес поднял голову и настороженно повел ушами. Он вскочил и начал неистово скрести дверь лапами. Надежда открыла, пес пулей вылетел из дома и скрылся в лесу. Через какое-то время Надя увидела, как пес, выбиваясь из последних сил, тащит из леса человека. Господи, да кто же это? Где пес его взял? Девушка подбежала и осмотрела мужчину. Он был без сознания. Губы синие,
Ему явно было плохо с сердцем. Девушка закрыла пса дома и сбегала за фельдшером. Игоря привели в сознание, и Надежда позвала его к себе. Когда он увидел в комнате Мурзика, то упал на колени, обнял собаку и твердил: «Прости, прости меня». Мурзик смотрел на него и пытался облизать лицо. Собаки не злопамятны. Собаки могут все простить. «Твой пес, что ли?» — спросила Надя. «Да, мой. Мурзик, Мурза зовут. Он мне в армии жизнь спас», — ответил Игорь. «Так что ж ты его в лесу оставил, к дереву привязал?» — допытывалась Надя. Я просто дурак, каких свет не видывал», — сокрушенно ответил Игорь. Надежда согрела чайник и предложила Игорю пообедать с ней. Он только сейчас понял, что не ел уже 4 дня. Он разговаривал с новой знакомой. Девушка была спокойная и симпатичная. Игорю вдруг захотелось рассказать ей все. И он поведал историю армейского спасения, знакомства с Мурзиком, как имя ему выбрал, про Людку рассказал и про Васю, которого считал своим. Надежда слушала и улыбалась. Игорю еще никогда и ни с кем не было так легко и хорошо. Под вечер Игорь собрался уезжать, направился к выходу и привычно похлопал по ноге. Мурза не двигался с места. «Ты что, малыш?» «Мурзик, домой». Игорь потянулся за поводком, пес лег. «Мне кажется, он дома», — сказала Надя. «Мне кажется, я тоже», — ответил Игорь. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.